Ну что, привет всем любителям мотоциклов. Сегодня хочу рассказать вам о своем мотоцикле, на котором катаюсь уже 4-й сезон. Если вы хотите, чтобы к вам на перекрестках, на парковках подходили какие-нибудь школьники, люди и первым вопросом задавали, сколько он стоит. Если вы хотите выделяться на дороге, если вы хотите, чтобы вам говорили, о, что это за космический корабль, если вы хотите что-нибудь футуристичное и необычное, это Victory Vision Tour. Это офигенный байк в белом перламутровом цвете, который очень классно смотрится. Смотрел на фотографии какие-то другие, в других цветах, что-то не то. В этом цвете смотрится очень кайфово. Настоящий американский байк Victory, кстати, это подразделение Polaris. Также у них есть подразделение Indian, но, к несчастью, Victory компания Polaris свернула в 2018 году, поэтому такие мотоциклы больше не производятся. Данный мотоцикл 2009 года выпуска. На нем, на этой модели конкретно нет ни ABS, ни антипробуксовочной системы. Это настоящий true байк. То есть по тормозам нареканий нет. Здесь тормоза комбинированные. Спереди стоят два 300 или 320 тормозных диска. Сзади стоит один. Тормоз передний комбинированный. То есть основное усилие, когда вы нажимаете рычаг, передается на переднее колесо. И 20% на заднее колесо. Ну, задний тормоз. Это только задний тормоз. У меня ситуация за 4 сезона таких, чтобы колеса заблокировались, не было ни разу. Двигатель 106, что означает объем цилиндров здесь 106 дюймов, почти 1,8 литров, если... По-моему, 1731, по-моему, по ПТСу идет. Конфигурация. По лошадиным силам здесь 97, по-моему, лошадиных сил и очень неплохой такой крутящий момент, за что и любят такие двигатели. То есть на этом мотоцикле надо быть очень осторожным на влажной дороге или на песке. То есть чуть-чуть перегазуешь, он уже начинает пускать колесо в юз. На мокрой дороге нужно тоже быть предельно осторожным. По прямой едешь отлично. Чуть-чуть поворачиваешь за счет массы, а мотоцикл весит, кстати, 400-440 килограмм в зависимости от наличия багажника, ну и от того, что вы туда нагрузили, то мотоцикл может чуть-чуть соскальзывать. Это, кстати, Victory Vision Tour. Есть две модификации таких мотоциклов: Victory Vision Tour и просто Victory Vision. Отличаются они друг от друга наличием более высокого ветрового стекла Vision Tour. Ну, кстати, здесь стекло не оригинальное, здесь не от Tour, а от простого, оно более маленькое. И наличие заднего багажника, я потом фотографию прикреплю, как этот мотоцикл выглядит с багажником. Но я его в данный момент снял, потому что катаюсь в основном по городу, дальнички особо я не катаю, поэтому я его снял. Так мотоцикл выглядит более длинным, более таким брутальным, более городским. Мне так больше нравится. В принципе, если что-то положить, есть еще два боковых кофра, куда можно сложить всякие мелочи, сумочки. Даже, кстати, влазит маленький шлем. Мотоцикл в длину, он довольно вытянутый, то есть если сравнивать с другими Харлеями, такими как там электричка, Road Glide, все эти Харлеи, они короче. То есть если поставить их рядом, этот мотоцикл будет более длинный, более такой, как у меня товарищ сказал, этот мотоцикл это просто чистый вот прям секс. Это секс среди мотоциклов. Такими обтекаемыми формами и такой футуристичностью. Что могу сказать по поводу этого конкретного мотоцикла? Мне его с лихвой хватает на все мои нужды, на вечерние променады, чтобы прокатиться по городу, послушать хорошую музычку. Кстати, музычка здесь доработанная. Здесь у меня стоят два усилителя, SAP, динамики спереди, два коаксиальных динамика Focal. И в заднем кофре, если нужно добавить еще музыки, можно поставить кофр, и там будут еще динамики. Играет отлично. Мотоцикл 2009 года, это до рестайл. После этого был еще рестайлинг этого мотоцикла. В принципе, визуально они практически не отличаются. Там было наличие ABS, чуть-чуть немножко другая магнитола, и фонари передние белые, задние, не знаю, белые, красные, ну, передние еще белые. А так изменений практически никаких. Кстати, привод здесь ременный. И замена, насколько я так понимаю, многие блогеры, которые рассказывали по поводу этого мотоцикла, в отличие от Харлея, здесь довольно простая. Так, мотоцикл.
Мотоцикл сейчас, на данный момент, когда на нем катаюсь, проехал уже порядка 42 тысяч километров. Я начал на нем кататься, когда на нем было приблизительно 19 тысяч километров. То есть за 23 тысячи километров, это 4 сезона я проехал, катаюсь только по городу, без дальничков. Что у меня с ним было? Ну, здесь было, когда я его забирал, там 19-20 тысяч порядка, у него была проблема с реле. То есть катаешься, реле перестало заряжать аккумулятор, мотоцикл глох, и всеми вытекающими завести с толкача его не получится, только чуть-чуть подзарядить аккумулятор, прикурить, доехать куда нужно. Ну, такие вот неприятные ситуации случались. Реле, когда меняли, тоже такой момент, то есть оригинальная запчасть, она стоила в разы, то есть раза в 2 дороже, чем заменители, и надо было ее ждать. Поставили заменитель, вроде бы работает, все нормально, но в период эксплуатации, то есть выяснилась такая ситуация, то есть поставили заменитель, мотоцикл едет 15-20 минут, потом там может быть полчаса, потом реле нагревается и заряд перестает опять пускать на аккумулятор, и опять такая же хрень. В итоге это все сняли, поставили оригинал, проблем сейчас нет. Так как я говорил, что здесь была доработана музыка, чтобы таких проблем с зарядом или там недостатка мощности не было, здесь на этом мотоцикле было доработано. Здесь стоит нештатная магнитола морская Rockford Force-Gate PMX2 с Bluetooth, соединяется с Android, айфонами, со всеми новыми модными штучками. Был SAP, один кофр заняли SAP и усилки, и другой кофр, здесь есть крепление под дополнительный аккумулятор, чтобы мотоцикл не испытывал какого-то такого энергетического голодания. Так, что еще можно рассказать? Посадка на этом мотоцикле. Во мне рост 1,93 м. Для меня здесь посадка очень удобная. То есть ноги прям чуть вперед, расслаблен, руль держится. Класс. Что могу сказать по поводу Харлеев? Харлей, ну, как бы под мой рост, допустим, в Викторе подходит больше. То есть в плане удобства ног и того, чтобы их можно было вперед вытянуть, на Викторе ноги вынесены вперед, и для более высокого райдера это будет плюсом, нежели Харлей. На мотоцикл, кстати, установлен, тут даже есть много всяких фишек прикольных, таких как круиз-контроль. Не пользовался ни разу, на дальничке не катаюсь, но тем не менее он здесь есть. Управление магнитолой на руле тоже не пользуюсь, потому что поставил себе другую магнитолу. Ветровик здесь у меня стоит короткий, есть еще, можно заказать там темный с загибом, но у меня простой, но короткий. И он имеет электропривод. То есть здесь на кнопочку на руле нажимаете, ветровичок поднимается и он обдувает. Но, кстати, при моем росте все равно, то есть когда едешь довольно быстро, верхний поток, он край шлема касается. То есть все равно вибрация присутствует там от скорости приблизительно там, от 90-100, чуть-чуть ветерок обдувает. Ну или можно опустить, если хочешь, чтобы ветер дул тебе в лицо, визор и всему подобное. Обзорность. Зеркала здесь встроены в переднюю панель, зеркала большие, удобные, в отличие от Харлеев, ну, с того же модельного года, вибрации здесь не такие большие, поэтому зеркала, ну, бывает вибрируют, но это можно решить следующим способом: просто подтянуть болты, и зеркала уже не вибрируют. Мотоцикл имеет бак под вот этой пластиковой, на 22 литра. Под вот этой пластиковым каркасом стоят два таких бочонка, куда заливается топливо. То есть заливная горловина здесь, а здесь такие два бочонка, где распределяется топливо. 22 литра влазит, но я обычно в заправке, чтобы там, если там до горла там не заливать, ну там, может быть, литров там 19, если там ровно его поставить, долить до конца, ну, наверное, 22 влезет. Ни разу 22 не заливал. Но так. Мотоцикл имеет, кстати, дизайнеры здесь очень круто постарались. Мотоцикл имеет такую вещь в плане безопасности, как, ну, как бы, то, вот, допустим, на Харлеях, на каких-то других мотоциклах есть дуги безопасности. На этом мотоцикле вместо дуг дизайнеры придумали офигенную вещь. Это вот этот клык и вот эта задняя вещь, которые выполняют роль
дуг. То есть, если мотоцикл будет заваливаться направо, он не упадет, ну, максимум он, может быть, там ручкой там ударится, или вот эта часть уж сильно упадет. А так вообще он падает на колеса и стоит вот на этих дугах. И, в принципе, вас там не прижмет. Но чтобы его поднять, так как понимаете, да, 400 килограмм поднять, это все не так просто. То есть, вам нужно как минимум становую хорошую сделать. То есть, падает он, подходите, берете вот за эту ручку, за этот руль и станово его приподнимаете. Ну, был у меня такой момент, но в принципе все обошлось. Сиденье довольно широкое, удобное, мягкое. Заднее тоже для заднего пассажира. Очень удобное. Сцепление. Сцепление здесь очень мягкое. Можно, ну не одним пальчиком. Ну, можно постараться, конечно, если у вас сильные пальцы. Ну, сцепление не жесткое, нормальное, мягкое. Газ, поворотники. Ну, кстати, если зеркал будет не хватать, у меня здесь есть отверстие, куда можно прикрепить дополнительные зеркала для лучшего обзора. Потому что, допустим, в тюнинге музыки американцы делают каким образом? У меня стоят два динамика. Они выпиливают зеркала, ставят еще здесь еще дополнительные динамики, если хотят вообще, чтобы музыка долбила так, что аж внутренние органы шевелились. По двигателю. В нашем городе этот мотоцикл один уже на протяжении 4 сезонов. Этот мотоцикл такой один. Но, кстати, в этом году оговорился. В нашем городе буквально на 2 недели был еще один такой мотоцикл. Человек его купил, покатался на нем. Ну, наверное, не знаю, подумал, что это не его, и опять же его продал. У него он был с багажником. Я давал ему прокатиться на своем, он сказал, что ну, это немножко другое. То есть у него каким образом? У него, во-первых, выхлоп другой был, он более тихий, и он был с багажником. Когда сел на мой мотоцикл, он понял, ну, он на нем прокатился, он говорит, слушай, да он прет. Предыдущий владелец мне как-то говорил, что он доработанный, там какие-то манипуляции, но, видимо, он действительно на стейдже. То есть выхлоп доработанный, двигатель доработанный, то есть он едет прям заметно бодрее, заметно мощнее. Кстати, когда катался я с багажником тоже, ну, он такой вальяжный, он смотрится еще дороже, но он прям как Кадиллак такой, но более взрослый. Как только снимаешь багажник, у тебя такой бэггер получается, прям такой стремительный, городской, модный мотоцикл, более молодежный. Поэтому я на данный момент катаюсь пока так. Так. По поводу, что случалось у меня по обслуживанию с этим мотоциклом за то время, когда я на нем катался за 4 сезона. По реле я вам сказал, то есть реле поменяли, проблем больше никаких. Упустил передние тормозные диски. В период пандемии у меня был целый ребус, как их, целый просто квест, как найти диски. Я пытался их найти там в компании, которые в Москве занимаются привозом с Европы тормозных дисков, но не было ничего. И подсказали, есть такая компания Galfer, которая выпускает, в принципе, ну, тоже тормозные диски, колодки и всякие такие сопутствующие материалы. Позвонил, кстати, оставались последние, по-моему, в период пандемии, последние 2 диска я забрал, поставил, ну, нареканий нет, все нормально работает. Класс. Задний тормозной диск даже и не менял, не упустил. Ремень оригинальный его ходит. В принципе, ну, подшипники в колесах. Да, там был нюанс, там ТО делали. В принципе, это все. Бывает, подходят люди, спрашивают, говорят, ну, слушай, как мотоцикл, тоже смотрю, хочу. Ну, вот за 4 сезона все, кто хотел, никто не купил. Все побаиваются. В плане запчастей, конечно, есть нюансы. Тут самая большая проблема, я так понимаю, по пластику, потому что пластик, у нас его нет, либо разборки, либо заказы со Штатов. И это все стоит денег, растаможка. И, то есть, если вы хорошо уроните, ударите, пластик рассыпется. Ну, либо здесь делать каких-то народных умельцев искать, или какие-то компании, которые занимаются там пайкой, либо... Ну, все это встанет в копеечку. Самое интересное, меня, когда я катаюсь по городу, периодически, как я уже говорил, останавливаю, ну, подходят какие-нибудь люди и постоянно спрашивают, сколько он стоит. Даже не привет, не пока, не что это, сколько стоит. Не знаю, я отвечаю, что мне бабушка подарила. Поэтому в плане цен, ребята, Авито и все подобное. По выхлопу.
По выхлопу здесь стоит более дерзкий, громкий выхлоп, это я вам попозже покажу. То есть на холостых оборотах он работает абсолютно точно так же, но когда даешь газ или резко даешь газ, он более бывает даже прострелы, выстреливает, более грубый, более басовитый. Поэтому если вы хотите ездить на дальняк, то, конечно, лучше шлем потише покупать, потому что по ушам все равно этот гул дает. Ну, либо выхлоп опять стоковый, наверное, ставить, который потише, и все, и проблем с этим не иметь. Свет галоген. Здесь есть фара галогеновая, настраивается, кстати, довольно легко, можно одной рукой настраивать, там поднимается панель, крутится, и там вверх-вниз ручная регулировка. И противотуманка или какая-то досекция под ксенон дополнительного света. Не знаю зачем, но тем не менее. Здесь есть подогрев ручек, подогрев сидений, бортовой компьютер, который показывает температуру воздуха, сколько вы там проехали, расход топлива. Кстати, расход топлива показывает таким образом, что не сколько литров на 100 километров, а сколько сколько литров вы тратите, проехав сколько километров на одном литре вы проезжаете. Ну, американская какая-то вот эта тема. Очень офигенная вещь на этом мотоцикле. Кстати, по поводу спидометра. Он может быть как в милях, так и в километрах. То есть за счет бортового компьютера один спидометр можно переключить, какую скорость он будет показывать. Либо в милях, либо в километрах. Ну, в данный момент стоит, конечно же, в километрах. Двигатель работает отлично. Никаких нареканий нет. Очень круто сделаны подножки для пассажира. То есть такие секции. Прям поднял, опустил. Очень удобно. Здесь, кстати, наверное, сейчас еще вставим, как мы на нем будем кататься. Прокачусь по городу днем, ночью. Вставлю видео, чтобы вы просто со мной ощутили эту эстетику этого мотоцикла. Как он выглядит, как он едет по городу, как это все выглядит. Мне очень нравится. Многие говорят, когда подъезжают, садятся на этот мотоцикл, говорят: слушай, ну он просто как яхта, как звездный корабль какой-то из Star Wars. Кстати, по кофрам, по объему. Кофры здесь... Они выполнены в таком стиле, но они не очень как бы внутри объемные. То есть, если его открыть, здесь, ну, там шлем какой-то маленький влезет, но, наверное, если в плане дальников, в плане по объему, если сравнивать с Goldwing, когда иногда, кстати, мотоцикл этот путали с голдой, то в голде, наверное, кофры больше. Кофры больше, объема больше. Здесь чисто дизайн, чисто красота. Это вот было на первом месте. Мотоцикл могу, кстати, попробовать показать сейчас, как он выглядит со стороны, обойти. Такой вот у нас двигатель. Такое сочетание белый перламутр с черным карбоном ламинации. Очень круто смотрится. Кофры, трубы. Трубы очень длинные. Клыки. Диски вот эти вот галфер, которые. Морда такая самобытная. Кстати, некоторые там америкосы, почему они им не нравятся, эти мотоциклы америкосам, потому что, ну, там прикрыли. Вот как бы, есть, конечно, шутят, что там на скутер похоже, но, ну, может быть, что-то есть. Но он такой самобытный, он как звездный корабль из «Звездных войн» или Star Wars. Здесь у нас САП, усилители. Такая стопарь в виде такой буквы В в Викторе. Заглушка тоже под карбон сделана. Вот если ее снять, поднять, и туда вставляется кофр с креплением 4 болта, и у вас уже полноценный ящик, куда можно положить вещички. И плюс дополнительный звук в плане музыки. Так, ну что, я думаю, что попробуем сейчас его завести. То есть так работает довольно тихо на холостых. Ничего такого критичного. Но если дать газу, то уже просыпается как будто зло.
Также на этом мотоцикле еще для эстетического удовольствия всех прохожих сделана светодиодная подсветка. Но на данный момент она требует некого ремонта, поэтому я думаю, что я попробую все это, если получится, восстановить. Я прикреплю видео, фотографии, как это выглядит. Здесь не так много, без всякого колхоза. То есть, ну, есть колхоз, но он такой не сильный. То есть здесь красным чуть-чуть подсвечивается, здесь колеса синие подсвечиваются. Ну, если я найду старые видео, я прикреплю их к видео, либо попробую фотографии прикрепить. Но ночью смотрится очень круто. Очень круто. Музыка, мотоцикл, вечер, кайф. Все, попробуем прокатиться. Если что, можете писать.